Здравствуйте! Добро пожаловать на урок по корейской грамматике для EPS Topic. Сегодня мы изучим одну из самых часто используемых грамматик – имнида, имника. Она поможет вам правильно представиться и строить простые предложения в вежливой форме. Перед тем, как начать изучать саму грамматику, давайте разберем, почему это я читаю имнида как имнида. В корейском языке есть разные правила при произношении. Одно из них – это когда буква «п» и буква «н» встречаются вместе, то буква «п» читается «м». В любых случаях, когда идет буква «п» и после нее «н», мы читаем «м». А теперь давайте перейдем к самой грамматике. Имнита означает «есть», «является» и используется для утверждения. Имника же это вопросительная форма. Переводится как «является ли». Имнита и имника присоединяются к существительным. И пишется с ними слитно. Имника точно так же пишется слитно с существительным. Рассмотрим несколько примеров. 학생 입니다. Это предложение переводится «я студент». Слово «я» в корейском языке здесь пропущено, но когда человек говорит 학생입니다, это означает, что он говорит о себе. Поэтому «я студент». Студент – это у нас 학생. Частица «입니다» переводится «есть». «입니다» используется в создании предложений утвердительных. Оно показывает, кем или чем является кто-либо или что-либо. Следующий пример. 선생님. Это у нас существительное, и к нему мы приписываем имника. Если вы спросите кого-нибудь, 선생님입니까? Получается, вы учитель? Вы спрашиваете человека, является ли он учителем. 선생님 у нас существительное, ну и частица имника, которая показывает, что это вопрос. Давайте рассмотрим конкретный пример. 저는 오조다 입니다. 저는 будет я, 오조다 это озода. Ну и имнита, которая показывает, что я есть озода. Давайте потренируемся. Я вам дам несколько существительных, а вы же создадите утвердительное и вопросительное предложение для каждого этих существительных. Первое. 의사. Доктор. Я вам дам время, чтобы вы создали предложение. Еще одно существительное. 요리사. Это у нас повар. Я вам дам немного времени, чтобы вы создали утвердительное и вопросительное предложение. Теперь же давайте рассмотрим задание из книги. Это задание есть на странице 52. Здесь нам необходимо завершить диалог. Для начала прочитаю предложение. 어느 나라 사람입니까? 어느 у нас какой? 나라 это страна. 사람 это человек. Ну и частица имника. Это предложение переводится «с какой вы страны?».
Для того, чтобы написать ответ, нам необходимо использовать название страны с картинки. Это Тэгук. Это у нас Таиланд. Тэгук здесь у нас получается существительное. Но так как это название страны, а нас спрашивают, откуда мы должны записать к названию страны слово сарам, человек. Сарам. А чтобы показать, что это тайландец, нам необходимо использовать частицу имнида, чтобы завершить предложение. Имнида. У нас получилось Тэгук сарам имнида. Утвердительное предложение в вежливой форме, которое переводится «Я тайландец». В учебнике есть еще несколько заданий, вы можете попробовать их самостоятельно. А пока мы рассмотрим следующее задание. 자기소개 하세요. Представьтесь. Я представлюсь, а вы можете потом повторять за мной. Нам необходимо сказать имя и откуда мы родом. 저는 я 어조다 어조다. И чтобы завершить предложение, использую имнида. имнида. 저는 я 타지키스탄 사람 таджичка. И чтобы подтвердить, использую имнида. Я в вежливой, утвердительной форме представилась. 안녕하세요. 저는 오조다입니다. 저는 타지키스탄 사람입니다. Здравствуйте, я Озода. Я из Таджикистана. Можете записать текст о себе и поделиться с нами в комментариях. Мы будем рады прочитать. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Увидимся в следующем видео. До свидания.